Вот эта велопарковка, и она ужасная. Так вот все выкрасили. Класс. Пришла в голову светлая мысль строить офис. В следующем году мы уже развозим спутники по разным орбитам. То есть, если ты хочешь учить русскую литературу, приезжаешь в Америку? Да. Именно так. Я был вынужден уехать из России. Каждый год Стэнфорд привлекает больше $1 миллиарда в качестве пожертвований от своих выпускников. Вы прямо здесь все это делаете? Да. Вот это вот идеальный офис. Не сильно был согласен с правительством. Нас, компанию, как компанию, убрали из Роскосмоса. Это Пало-Альто. Вообще Пало-Альто очень милый город. Смотрите, какая есть красота. Много деревьев, зелень. Народ он отдыхает. Кстати, за что я люблю Америку, это за большие мусорки. Они во всех городах такие, видите, огромные. Высотой так 1,20 м. Прямо такая вот, похожа на большую бочку. В нее удобно кидать мусор, и они еще так, классно выглядят. Здесь такая вот дурацкая велопарковка. Это велопарковка. Вот эта велопарковка, и она ужасная. Я терпеть не могу эти велопарковки, кто их придумал. И здесь покрасили в синий цвет деревья. Превратили магнолии, это магнолии, превратили их в произведение искусства. Синей краской выкрасили стволы. Получилось очень необычно. Посмотрите, это смотрится просто фантастически. Очень круто. И они вот заморочились. Так вот все выкрасили. Класс. Мы сейчас находимся на территории Стэнфордского индустриального парка. Это та территория, можно сказать, из которой выросла вся Кремниевая долина, потому что у Стэнфорда очень много земли, и им по уставу нельзя ее продавать. И поэтому им пришла в голову светлая мысль строить офисы, чтобы эти офисы сдавать каким-то компаниям на своей территории и зарабатывать на этом деньги. Стэнфорду пришла в голову светлая идея инвестировать в разработку своих профессоров, чтобы они могли открывать свои компании, и потом эти компании уже можно было пускать к себе в офисы. И первыми профессорами, которые получили такую инвестицию, были Хьюлетт и Пеккард, и их офис здесь до сих пор на территории Стэнфорда головной. Вот это вот идеальные офисы. Видите, там, ребята, спортзал, природа. И вот здесь вот люди работают в такой атмосфере шикарной. Индустрия беспилотных автомобилей, она выросла из университетских проектов, которые соревновались между собой в 2004 году, и у них было задание пройти около 200 километров по пустыне, здесь в Калифорнии на юге, без водителя, то есть просто из точки А в точку Б. Ни одна машина этого не сделала. В первый конкурс в 2004 году. В 2005 году уже все машины, которые участвовали, они все дошли до финиша, и одну из команд наняла там одна индустрия, если уже честно говорить, то это была оборонная индустрия, наняла одних победителей, а других к себе пригласил Google, как раз из Стэнфорда, и к себе пригласил Google, чтобы этот проект финансировать и развивать у себя внутри, потому что им казалось, что из этого может получиться что-то интересное. Благодаря тому, что Google первым в эту область зашел и очень долго был там единственным, они ушли очень далеко от всех вперед. Беспилотные автомобили, они должны ориентироваться как-то в пространстве, и они могут смотреть камерами, могут радарами. Камеры, проблема их в том, что они не дают тебе никакой информации, как далеко от тебя находятся те или иные объекты. А для беспилотных автомобилей придумали такую специальную технологию, которая называется лидар. Он работает так, что лазер посылает пучок света, и потом этот пульс возвращается,
и по тому, как долго свет летит к объекту и потом возвращается, можно определить, какое расстояние. Вот. Если так сделать несколько миллионов раз в секунду, то будет 2-мегапиксельная картинка. Это то, что делают вот наши лазеры как раз. Так, это ты придумал? Нет, это придумал как раз мой сосед, с которым мы жили. Я когда его спросил, когда он начал вообще заниматься серьезно высокими технологиями, он сказал в 12 лет, когда его принял на работу Intel. А твоя сейчас роль там какая? Моя роль сейчас привлечение стратегических инвесторов и потенциально крупных заказчиков на будущем. То есть не просто заказчиков, которые готовы там купить какую-то сейчас порцию наших лазеров, но которые смогут делать заказы на будущее там, в каких-то больших объемах. Вот чем мы занимаемся. То есть, вообще есть идея предоставлять так называемые стыковочные полеты в космосе. Обо мне я из России, приехал сюда 6 лет назад, я физик, предприниматель, несколько компаний в России в разных секторах сделал, в рознице. Последние мои 3 компании космические компании, я в этом секторе 6 лет уже. Вот я в России делал компанию, уехал оттуда. А в России где? Вообще я из Академгородка, из Новосибирска. Но последние лет 5 я жил в Москве и в Санкт-Петербурге. У меня была большая розничная сеть, там, Уютера, Чудо-дом. Я ее продал в 2011 своим партнерам. И была российская космическая компания, вот последняя, Dauri Aerospace, которая занималась запуском спутников. 5 спутников мы запустили. Вот. Ну и, к сожалению, я был вынужден уехать из России, потому что в силу многих факторов, в силу того, что я достаточно долго не сильно был согласен с правительством, нас, как компанию, убрали из Роскосмоса, перестали с нами работать и так далее. Вот я переехал сюда 5 лет назад, это моя вторая компания в Америке, моя предыдущая компания, вот она здесь буквально недалеко находится, она запустила больше 10 спутников, а вот в 2017 году я начал компанию «Момент». Идея на самом деле очень простая, поскольку сейчас идет тренд к созданию больших группировок спутников, вместо одного спутника много спутников. Как правило, все эти спутники выводятся на разные орбиты. На каждую орбиту нужен отдельный запуск. Здесь возникает проблема, связанная с тем, что маленькие ракеты, которые сейчас созданы и создаются, они очень дорогие на 1 килограмм, то есть они 25-50 тысяч долларов за килограмм. А большие ракеты типа Фалькона, они дешевые, но они слишком большие для того, чтобы доставить груз там на одну орбиту. И мы как выходим на первоначальную орбиту с помощью большой ракеты, уже на финальную орбиту можем доставлять там 1 или несколько спутников. Если я правильно понял, просто все спутники собираются в ваш шаттл, он выводится на орбиту тяжелой ракетой, и потом он уже распределяет по нужным орбитам каждый спутник. Да, мы можем быть на тяжелой ракете быть одной из полезных нагрузок. Там может быть много, на самом деле, аппаратов. Так и бывает. Мы в следующем году летим несколько запусков, и там, кроме нас, еще летят. Вот. Мы используем в качестве топлива воду. Мы используем энергию солнечных батарей для того, чтобы нагреть воду до очень высокой температуры. И дальше нагретая вода там, до нескольких тысяч градусов выбрасывается из сопла и создает тягу. Что это нам дает? Мы можем из-за этого почти в 10 раз дешевле строить наши аппараты по сравнению с химическими двигателями. Они гораздо более эффективны, поскольку температура гораздо выше, то тяга выше, не тяга выше, а удельный импульс выше. А учиться сложно? Нет, поступить сложно. То есть, если ты поступил, то потом уже... Да. Учиться на самом деле не очень сложно. То есть здесь очень-очень большое количество всего, что тебе может помочь. И, как я уже говорил, очень низкое соотношение студентов и профессоров, поэтому всегда можно прийти, даже если твой профессор Нобелевский лауреат или какой-то известный предприниматель, у тебя всегда есть возможность с ним поговорить лично, он всегда тебе уделит время. На самом деле, принцип, по которому Стэнфорд отбирает своих студентов, он абсолютно противоположный. Это не брать детей успешных родителей и брать с них большие деньги за учебу, а брать тех, у кого потом
наибольшие шансы стать успешными в будущем, давать им хорошее образование и улучшать эти возможности их без того, и потом надеяться, что они тоже окажутся щедрыми к университету уже. То есть учат талантливых в надежде, что потом перепадет баблишко. Да. Вот. И на самом деле это не просто надежда. Каждый год Стэнфорд... Ну, во-первых, Стэнфорд создан таким меценатом, да, своим Лиландом Стэнфордом. А во-вторых, каждый год Стэнфорд привлекает больше $1 миллиарда в качестве пожертвований от своих выпускников. Миллиард. $1 миллиард. Вот так вот. Это примерно четверть бюджета университета. А сколько МГУ привлекает МГУ? От своих выпускников? Вот это вы мне должны сказать, я не знаю. Сколько ты Стэнфорду дал? Я дал Стэнфорду очень много нематериального пока что благосостояния, но на самом деле Стэнфорд, я думаю, получит какие-то деньги и от меня, и от Люминара в целом, ну, кроме того, что сейчас мы платим за аренду. Все открытия, изобретения, которые делаются в Стэнфорде, все там научные исследования, они все принадлежат Стэнфорду, и Google до сих пор выплачивает больше $200 миллионов каждый год Стэнфорду в качестве роялти за то, что их первые версии движка поискового созданы здесь, в университете. Офигеть. В честь этих меценатов принято называть здание. Там вот здание в честь Гордона Мора и его жены, а это в честь Джен Сун Хуанга, который сейчас глава компании NVIDIA, которая очень важна сейчас для нашей как раз индустрии. Беспилотный автомобиль содержит в себе как основной компонент искусственный интеллект, который должен решать, как машина едет. Но для того, чтобы он мог работать, ему нужен, естественно, очень мощный компьютер, на котором происходят эти вычисления. И вот NVIDIA как раз делает вот эти компьютеры, очень-очень хорошо могут обрабатывать графическую всю информацию. Компания сейчас примерно 20 человек. Мы до конца года, наверное, в 2 раза больше станем. Ну, вот у нас в этом году запуск через месяц, и в следующем году 4 запуска уже с клиентами, которые у нас уже есть. То есть в следующем году мы уже как бы развозим спутники по разным орбитам. Твоя роль во всей этой истории? Я фаундер и CEO. Ну, ты главный, это ты можешь сказать, что ты основал. Да, у нас 2 кофаундера, я и Лев, мой кофаундер. Лев мой старый друг, он... То есть можно сказать, что это русский стартап? Нет, это не русский все-таки стартап. Скажем так, наверное, да, один это стартап с русским кофаундером, В России ты мог такое сделать? Ну, Даури мы делали, но я думаю, вероятно. Во-первых, в России очень сложно было бы собрать деньги под идею. Все-таки мы большие деньги собрали, десятки миллионов долларов. В принципе, это было почти, наверное, невозможно в России сделать, во-первых. Во-вторых, если представить, что нашлись бы инвесторы. Во-вторых, как бы в России, к сожалению, из-за того, что мы достаточно сильно отделены от мира сейчас, почти невозможно ничего закупить. Скажем, даже закупка каких-нибудь простых клапанов в Россию на это все находится полно под санкции, под эмбарго. То есть невозможно ничего в Россию закупить. Клиенты с российской компанией работали бы очень осторожно, потому что слишком много рисков. Вот. Ну и как бы там на меня лично тоже, я так понимаю, что зуб у власти есть определенно. Вот, поэтому я думаю, что у меня шансов не было. В России Роскосмос – это последний реликт, оставшийся Советского Союза, поскольку, даже там, не знаю, в промышленности не осталось министерств, которые контролировали бы, с одной стороны, политику как бы в отрасли, не распределяли бы деньги, не управляли бы компанией. Потому что нет же как такого Министерства топлива и энергетики, которое одновременно владеет «Газпромом», управляет, как бы, «Газпром» еще там раздает как бы деньги. А в космосе это осталось. По сути, Роскосмос – это последний из магикан. Это структурные, это даже уже не агентство, это корпорация, которая одновременно распределяет деньги, определяет правила и потребляет. Соответственно, в такой ситуации возникновение любых независимых этих, оно просто структурно невозможно. Поэтому их основная задача как бы пиар, да, как бы не обосраться. Первая задача. Вторая задача, чтобы нигде не было никаких, эксцессов, там где на забастовку народ не вышел, за то, что зарплату не получает и так далее. Третье, чтобы единственный избиратель был доволен, чтобы все там так далее. А больше помимо этого, мне кажется, особых задач нет, все остальное это имитация деятельности. У Google до сих пор не получается привить своим машинам такую человеческую агрессию, например.
Это чисто вот компьютерная проблема, что у них не получается быть достаточно агрессивными, в меру как бы агрессивными. Например, когда человек едет и ему нужно повернуть налево, он должен пропустить входящий Да. прямо поток машин. И вот чтобы, если поток, который идет на тебя, он плотный, то... Тебе надо так в наглую вклиниваться. Да, то есть в какой-то момент ты должен выбрать какую-то долю секунды и уже как бы помешать все-таки движению, но Да. при этом проехать. Вот и компьютер это не умеет делать, вот, Да, вот эта наглость ему не свойственна. То есть если ему надо пропустить все машины, он говорит, ну так я их и пропущу. Уже были случаи в Сан-Франциско, когда люди выходили с бейсбольными битами и били эти беспилотные автомобили в гневе, потому что они ездят слишком правильно, слишком агрессивно. Я не шучу. Вот чтобы целый вот город поехал вот, полностью или только беспилотные автомобили, когда это может быть? На самом деле, еще 3 года назад все говорили, что к 2020 году все поедут. Мы на это все смотрим скептически. Как бы, если это случится через буквально год-два, то это хорошо, но сейчас кажется, что этой системе еще нужно какое-то неопределенное время, может быть, даже лет 5, чтобы начать по-настоящему работать без ошибок. Решить, как машина может ездить без помощи водителя 99% времени оказалось достаточно просто, а вот этот последний процент и там последний процент этого процента, он оказался очень-очень каверзным. Что у вас с Илоном Маском? Что он делает? Ты его видел? Ну, конечно, видел. То есть Илон Маск существует? Илон Маск существует, да. И мы работаем со SpaceX, в том числе, это И один из в наших. России его считают шарлатаном, что у нас, как у нас все говорят, что он только пиарится. Хотя 2 года назад, есть такой знаменитый отчет Роскосмоса в конце 2017 года, да, где объяснили невыполнение плана по коммерческим запускам, то, что Илон Маск пришел и помешал всем. То, что ему удалось сделать, это не просто, оно как бы открыло новые возможности в космосе, это открыло дорогу для многих предпринимателей, потому что он показал, что, казалось бы, невозможная вещь для частного бизнеса возможная. И поэтому, на самом деле, много предпринимателей пришло в космосе. Поэтому мы можем наконец-то у инвестора поднимать деньги, потому что инвесторы теперь... То есть он открывает, показывает границы возможного для частного бизнеса. И у него очень важная роль. Вот здесь он у нас виден в полной красе. Ну, понятно, это я. Вот Илон Маск. Ты как все знаешь. Американцы на Луну высаживались или нет? Ну, конечно, высаживались. Но такого вопроса даже в Советском Союзе никого не было. Если бы... А сейчас есть. Ты в курсе, да, что там 53% считают, что это фейк? Ну, есть сейчас люди, которые считают, что Земля плоская. Да? Но если даже в Советском Союзе никто не сомневался. В Советском Союзе было хорошее образование. А, вы прямо здесь все это делаете? Да. Офигеть. Слушай, я думал, это ты просто рассказываешь, а у вас ничего нет. Ну как? Ну, конечно. Вот эта вакуумная камера, то есть внутри вот этой вакуумной камеры создаются условия, как в космосе. И мы в этой вакуумной камере измеряем, как работает двигатель. Тягу там, испытывает и так далее. Сам двигатель выглядит примерно вот так вот. Даже близко не надо, но вот. То есть такой маленький? Да, он такой маленький двигатель. Вот там внутри. Подожди, а как спутник выглядит? Какого размера спутники вы собрались? А спутник, который... такой маленький двигатель может... Спутник, который мы запускаем, он тестовый, он примерно вот такого размера. То есть он 20 на 20 сантиметров, на 40 сантиметров. И наш шаттл, который будет перевозить, он больше. Он примерно 60 на 60 на 25 сантиметров. Он такой как бы. Подожди, вот собирать вы все будете здесь? Вот здесь собирать все будем, да, все вот будут И собирать. потом вот эта вот штука полетит в космос? Да, да, вот здесь будет до 10 наших этих шаттлов собираться. Вот мы сейчас делаем здесь чистую комнату в процессе прям. Лиланд Стэнфорд, основатель университета, был простым клерком и потом создал свою компанию, одну, другую, и разбогател на строительстве трансконтинентальных железных дорог, когда в середине и во второй половине 19 века был бум на железные дороги, и поэтому, когда он задумал создать университет вместе со своей женой, им хотелось сразу, чтобы этот университет был очень практически ориентирован, готовил инженеров. Интересный факт, что где-то 75% аспирантов в Стэнфорде учатся на инженерных факультетах. Я учился здесь 7 лет. 7 лет. Изучал русскую литературу. Изучал русскую литературу, Стэнфорд, поэзию. Да, здесь один из самых крупных, если не самый крупный специалист по Пастернаку в мире, Лазарь Флейшман. Вот здесь здесь архив Пастернака, и здесь очень много материалов, связанных с русской литературой, и архивных, и там библиотеке. Здесь совершенно потрясающая библиотека, поэтому для изучения русской литературы Стэнфорд одно из лучших мест. Да ладно? Да. Нет, вообще без всяких шуток. То есть, если ты хочешь учить русскую литературу, ты приедешь в Америку? Да. Именно так, и многие так и делают. Какая зарплата инженера вот в долине?
Скажем так, от 100 до 300 тысяч долларов. В год. Да. А в России? Ну, наверное, в Роскосмосе, наверное, 10 тысяч долларов В год. в год. Ну, 20, 10-20. Ну, то есть разница в 10 раз все равно. Да, наверное, 10 раз, да. Но в долине дороже зарплата. То есть, если мы будем открывать какое-нибудь, потом уже производство непосредственно больших где-нибудь, не знаю, в Арканзасе, в Вайоминге, в Техасе, там раз в 2 дешевле зарплаты. Ну, не в 2, может. А русские инженеры здесь как котируются? Или сейчас... Нет такого, как бы, нет такого, что вот русские здесь настолько мультинациональная, среда, что здесь все национальности. Вот у меня директор по бизнес-девелопменту, девушка, она иранка. Ну, как она иранка, она американка, но иранского происхождения. У нас ребята там и китайцы, и европейцы, и канадцы, и у кого только нет, как бы, да. В плане там образования, навыков вообще как наши? Переезжают сюда? Из Роскосмоса? Нет. Или сейчас уже это не актуально? Почти невозможно переехать. Программисты переезжают, программистам проще, потому что у них настолько интернациональная, понятная как бы среда программистская, да, у них те же языки программирования, как везде. Точнее, скажем так, в России программисты живут в западных этих продуктах, да, поэтому легко переехать. Плюс до последнего времени почти любые софтверные проекты, они не были под экспорт-контролем, то есть можно получить визу и приехать. В космосе это не так, к сожалению. Первое, даже если ты получишь сюда визу рабочую, ты не можешь работать, тебе нужно получать экспортную лицензию. Это что такое? Когда инженер, если работает здесь, допустим, русский, да, если он работает с другими, и он получает информацию, то это означает как будто бы экспорт в Россию. Называется все. То есть они боятся, что ты сейчас наймешь какого-нибудь чувака из Роскосмоса, а он здесь поработает, всему научится и уедет обратно в Россию. Конечно. И это почти невозможно получить разрешение на работу такого человека. Только если у тебя есть постоянное место жительства. Это первое. Второе, на самом деле, инженерные школы очень разные, и достаточно сложно инженеру, mechanical или electrical инженеру здесь работать сложнее. Ну и во-вторых, на самом деле, качество российского образования очень сильно упало, инженерного образования. И нельзя сказать, что российское инженерное образование лучше западного, американского. Американское все-таки на более высоком уровне.